У женщины начинаются схватки, и она рожает 10 младенцев. Но когда врачи обнаруживают, что один из них не является человеческим ребенком, все приходят в ужас от того, что было внутри живота женщины. В тот солнечный день небо отражало радость от долгожданного ультразвукового исследования. Елена и ее муж Андрей с нетерпением ожидали появления на свет своего ребенка. Женщина с удивительно большим животом для ранней стадии беременности обеспокоенно переглянулась со своим мужем. В воздухе витали ожидания и тревога, смешанные с волнением при виде их будущего ребенка. Они даже не знали, мальчик это или девочка, но уже любили своего ребенка всем сердцем. Однако в последние месяцы быстрое увеличение живота женщины вызывало у них некоторое беспокойство. Мария– лечащий врач. Елены вошла в палату с теплой улыбкой, объясняя процедуры ультразвукового сканирования. «Давайте взглянем на вашу малышку. Или, судя по размеру вашего живота, у вас, возможно, двойня», сказала она, готовя гель и датчик. Елена откинулась, лежа на носилках. Андрей крепко держал ее за руку, не отрывая глаз от экрана. Врач начала осмотр, осторожно проводя датчиком по животу пациентки. Сначала на ее лице была искренняя радость, но по мере того, как продолжался осмотр, доктор начала хмуриться, явно смущенная и удивленная тем, что увидела. «В чем дело, доктор? С нашим ребенком все в порядке?» спросила мать с явным беспокойством в голосе. Доктор Мария тихо прошептала что-то, почти про себя. Муж сжал руку жены, и они оба забеспокоились еще больше. Врач попросила их подождать минутку и быстро вышла из палаты. Она вернулась в сопровождении других врачей и медсестер. Когда медицинская бригада собралась вокруг экрана УЗИ, на их лицах появилось выражение шока и недоверия. «Боже мой, это невероятно!» – пробормотала медсестра. Елена, не в силах больше выносить напряжение, села на носилки и закричала: «Доктор, ради бога, что происходит?» Мария повернулась к паре с осторожной улыбкой на лице и сказала то, от чего родители на мгновение побледнели и замолчали. Андрей чуть не упал в обморок, а медсестры и медперсонал закивали в знак согласия. Елена заплакала, ее слезы смешивались с шоком и всепоглощающей неуверенностью. Они вышли из больницы и направились домой. Каждый шаг давался им с трудом из-за важности этой новости. Внутри Елены росло 10 жизней. И вот, они вдвоем вошли в дом, их глаза были полны слез, а мысли кружились от неожиданного будущего, которое их ожидало. Сидя в гостиной своего скромного дома, они оба смотрели друг на друга со смесью страха и удивления. «Боже мой любимый, у нас будет 10 детей. Как мы будем их всех растить?» спросила Елена, осознавая всю тяжесть ответственности, лежащей на их плечах. Андрей, всегда оптимистичный и очень религиозный, взял ее за руки и ответил, что с верой и решимостью они точно справятся. Пара превратила свободную комнату в большую детскую, установив в ней несколько кроваток. 2 кроватки для 3 младенцев в каждой и 1 кроватку для 4 младенцев. Новость о том, что Елена ждет 10 детей, быстро облетела местное сообщество. Несмотря на то, что это была скромная семья из простой деревни, сообщество мобилизовалось необычайно быстро. Соседи, друзья и даже незнакомые люди начали жертвовать одежду, подгузники и все, что могло пригодиться будущим новорожденным. Волна солидарности была трогательной, и каждый добрый жест наполнял сердца супругов благодарностью и надеждой. «Это невероятно, что они делают. Мы не смогли бы купить все эти вещи самостоятельно», с радостью прокомментировала Елена. «Я же говорил тебе, любимая», сказал муж. «Бог всегда будет помогать нам на каждом шагу». Дни шли, а живот Елены продолжал расти впечатляющими темпами.
Беременность несколькими детьми требовала больших физических усилий, и женщина все больше ощущала тяжесть и усталость от того, что носила в себе 10 жизней. Ее тело менялось так, как она и представить себе не могла, и каждое движение становилось все более сложным. Однако по прошествии нескольких месяцев беременная женщина начала испытывать беспокоящие боли. Сначала она пыталась объяснить боль размером своего живота и количеством детей. Но боль только усиливалась, становясь все более интенсивной и частой. Андрей наблюдал за происходящим с растущим беспокойством. Его не покидал страх, что что-то не так. Решив не рисковать, пара записалась на повторное УЗИ в срочном порядке. Им нужно было убедиться, что дети в безопасности и здоровы. «Что-то не так с нашими малышами, доктор. Мне нужно знать. Они все время двигаются. Это нормально?» — спросила Елена дрожащим от волнения голосом. Врач, который был с ними с самого начала ее беременности, пытался их успокоить, готовя оборудование для очередного теста. Однако задача была непростой. Поскольку в утробе Елены находилось 10 младенцев, а ультразвуковое оборудование было не самым современным, из-за нехватки ресурсов было трудно понять, что происходит. По мере того, как проходил осмотр, выражение лица доктора становилось все более серьезным. Андрей крепко держал Елену за руку, не сводя глаз с обеспокоенного лица врача. Внезапно доктор Мария что-то пробормотала себе под нос, явно потрясенная. «Боже мой, один из них! Это же обезьяна!» Эти слова эхом разнеслись по комнате, повергнув супруга в ужас. «Что вы имеете в виду?» — спросил Андрей голосом, полным паники и замешательства. Доктор, почувствовав необходимость узнать больше мнений, быстро вышла, чтобы вызвать других врачей. Несколько мгновений спустя, когда кабинет был полон специалистов, один из них подтвердил тревожное наблюдение. Да, один из них действительно не человек, это детеныш обезьяны, сказал он не менее озадаченный. Но в этот момент Елена закричала. Боль и страх, а также растерянность и отсутствие ответов на вопросы привели к тому, что у женщины начались схватки. «Она сейчас родит!» — крикнул врач. Бригада медиков действовала быстро, готовя ее к преждевременным родам. Ее муж, находившийся рядом с ней, держал ее за руку, пытаясь хоть как-то успокоить. Посреди этого хаоса. Ситуация выходила за рамки того, что они могли себе представить или к чему были готовы. И теперь, когда приближалось рождение малышей, они столкнулись не только с ожидаемым появлением детей, но и с мучительной неопределенностью относительно 10-го младенца, который, по словам врачей, вовсе не был ребенком. Елену положили на носилки и увезли в операционную. Врачи и медсестры быстро готовили Елену к экстренному кесареву сечению. Андрею велели подождать у входа в операционную. Он сидел снаружи, его сердце бешено колотилось в груди, руки дрожали в безмолвной молитве, моля о спасении жены и детей. А затем начались роды. Одного за другим младенцев начали вынимать из живота матери. Комнату наполнили крики новорожденных, которые приносили одновременно облегчение и тревогу. Елена, даже находясь под действием наркоза, прослезилась, когда впервые услышала, как плачет каждый из ее детей. Когда Андрею, наконец, разрешили войти в палату, он подошел к жене, взял ее за руку и погладил по волосам, чтобы она успокоилась, но при виде своих детей у него на глаза навернулись слезы умиления. «Они прекрасны, любимая», — сказал он, улыбаясь сквозь слезы. Младенцев тщательно вымыли и поместили в инкубаторы, учитывая их недоношенность. Однако напряжение все еще висело в воздухе, пока врачи продолжали работать. 9 из 10 младенцев были успешно доставлены на свет, но относительно 10-го оставалась неопределенность. Когда, наконец, пришло время извлекать последнего, на лице доктора появилось выражение удивления и растерянности. Что это такое?
пробормотал врач, заглядывая внутрь женщины. «В чем дело, доктор?» — спросила Елена, у которой все еще немного кружилась голова после наркоза. Врачи, почувствовав беспокойство супругов, наконец-то прояснили ситуацию. «Елена, Андрей, то, что мы нашли, это не ребенок. Это детеныш обезьяны. Мы не можем объяснить, как он оказался внутри. Это биологическая загадка. Мы передадим это на генетическое исследование». Несмотря на шок, врачи успешно завершили операцию. Все 9 младенцев оказались здоровыми. Супруги испытали облегчение, хотя странное открытие оставило след в их сознании. Прошли месяцы. 9 малышей были готовы к выписке. Елена и Андрей, сопровождаемые врачами, вынесли детей из больницы под аплодисменты и слезы радости. Вернувшись домой, они устроили уютную детскую и положили малышей в кроватки. Комната была наполнена любовью, надеждой и сладкой мелодией бормотания и вздохов. Дорогие зрители, а вы бы хотели оказаться на месте Елены и Андрея? Расскажите в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.